AI Slops. Можно? А зачем? Доброе время суток, товарищи. Это видео для тех, кто в теме не бум-бум, но хотел бы попробовать локально сгенерировать 3D-модели из слепков изображений на своем компьютере. И, конечно, для этого у вас должна быть RTX видеокарта. Бесплатное! Модли. Я пробовал много разных лаунчеров и сборок на гитхабе, но, кажется, нашел максимально доступную для далеких от всей этой темы людей. Модли. Для его установки вам не потребуется вручную качать торчи, куды, питоны и ломать себе голову ненужными для творческих людей мелочами. Установили .exe, выбрали папку, куда будут скачиваться зависимости, и поехали. Важно! Размер папки для зависимостей может составлять до 100 гигабайт. Чтобы без танцев с бубном начать щупать генерацию моделей, скопируйте одну из ссылок на генератор моделей. Честно говоря, выбор тут всего из двух зол. Хунянь 3D и 3Space. Они в любом случае дадут дерьмовый результат для начинающего. Загрузив через минут 15 генераторы, можно приступать. Итак, выбираем изображение. Оно должно быть на прозрачном или монотонном фоне с таким же однотонным освещением. Запомните, генераторы моделей не умеют в симметрию и адекватную топологию. Так что лучше всего ими генерировать какую-нибудь картошку. После выбора изображения требуется перетащить одну из доступных моделей для генерации и соединить их. Простейшая операция выполнена. Иногда генерация может не стартовать с первого нажатия. Когда все готово, вы можете, не отходя от кассы, попытаться оптимизировать результат операцией Decimate, которая будет упрощать сеть на 50% при каждом нажатии. Адекватные модели не должны иметь больше 20 тысяч полигонов, и чем проще геометрия, тем проще и топология. Если брать тот же картофель, то там и 100 полигонов может быть. Вы, наверное, могли обратить внимание на наличие еще одних шаблонов справа. Они работают не со всеми моделями, и польза в основном от оптимизации сети. Завершаем обзор модли самой логической операцией — экспортом модели. Я обычно выбираю формат GBL. Платное. Jupyter. Юпитер. Если вы обеспеченный человек и хотите получить модель буквально в один клик, это ваш выбор. Не осуждаю. Но предупреждаю, софт основан на такой же Хунянь 3D, что и бесплатные решения. Вы платите деньги за свою лень. Ну и что программа навечно будет закреплена в вашем Steam аккаунте. Все, на что мы можем повлиять, это выбор изображения, предпочитаемая плотность сети и пропуск генерации текстуры на основе исходного референса. Местами Jupyter работает прекрасно, а местами вот так. Я надеюсь, проект будут доводить до ума, иначе на что я потратил свои 1500 рублей? Бонус. Бесплатные. Если вы решите, что готовы ломать себе голову и мотать нервы, есть еще один проект на гитхабе. Это портативная версия Хунянь 3D 2 с уже предустановленным внутри CUDA. Запускаться она будет, как и многие нейросети, через терминал в вашем браузере. В отличие от Modli или Jupyter, она более гибка в своих настройках. А также вы сами можете докачать нужные вам модели из предложенных. Предостерегаю. Качать зависимости оно может на диск C и жрать сотни гигабайт памяти. А на этом я буду прощаться. Благодарю тех героев, которые не отписались от нашего бусти. И последнюю ремарку позволю себе. Учитесь моделировать. Это все равно будет быстрее и качественнее, чем любая ИИ. Надейтесь только на себя. Удачи, тамадачи!